Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Напоминаю, что на канале узорчиков много, и чтобы вы не запутались, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. На главной странице канала заходите в верхние разделы, находите плейлисты, заходите, выбираете нужный плейлист и смотрите видео. Остановлюсь сегодня на ниточках вот на таких. Называются они Alize Angora Gold Simli. И напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну а новички, кто с этими ниточками еще не работал, смотрите. Итак, в 100 граммах здесь находится 500 метров. Далее, по составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, ниточка как переливается, металлическая. Дальше нам здесь советует производитель брать крючок, вот смотрите, от двоечки до четверочки. И сразу же, пока не забыла, называю вам цвет. Цвет на камеру передается, как он есть на самом деле. Смотрите, называется цвет 27. Я для данной пряжи беру крючок номер 3, потому что я крючком уже вязала таким данную пряжу. У меня все получилось. Вы точно так же читаете непосредственно аннотацию к своей пряже. Согласно рекомендациям производителя и своей плотности вязания подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, получается, 4 раппорта. Это 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я наберу 33 воздушные петельки, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот. Это мой будущий образец. Далее смотрите, что мы делаем. Одну воздушную петельку. Так. Отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Накид. Во вторую петельку нырнули. Вытянули ниточку. И вот эти 3 петельки провязываем вместе. Называется это полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули. Вытянули ниточку. И все 3 петельки провязали вместе. Оп. Полустолбик с накидом. И так далее. Шагаем в каждую петельку цепочки и провязываем полустолбики. Так скажем, будет вспомогательный ряд. Будет много по узорчику воздушных петелек будем пропускать. И чтобы вы, новички особенно, не ошиблись, мы сделаем вспомогательный ряд. В столбиках мы точно не ошибемся. Вот так вот шагаете до конца ряда. Аккуратненько, со своей скоростью. Самое главное, проконтролируйте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я набрала 33 петельки, значит, у меня должно получиться 33 столбика. Не сложно? Совсем не сложно. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Договорились? Угу, самостоятельно. А в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И в верхушку этого же столбика, нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. Еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Вот так вот 3 раза сделали, у нас на крючке 4 петельки. Теперь 4 петельки провязали вместе. Вот такая вот у нас получается шишечка интересная, да, пышный столбик. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 столбик нырнули, провязали столбик без накида. Вот такая вот картина у нас получается. И дальше все только повторение. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропустили 3 столбика. Раз, два, три. В 4 провязываем пышный столбик. 2 петельки. Стоп. Накид. Нырнули, вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Накид. Нырнули 3 раз. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Все петельки 4 провязали вместе. Видите, вот такой пышный столбик. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 столбик нырнули и провязали столбик без накида. Все, не сложно? Не сложно. И у вас получаются вот такие вот интересные как бы волны, да? Вот, видите, формируются за счет пышных столбиков. Пышный столбик, столбик без накида. Пышный столбик, столбик без накида. Все. И не забывайте в арочке по 3 воздушные петельки. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца пышные столбики, столбики без накида. Как мы заканчиваем наш ряд? Пышный столбик провязали, 3 воздушные петельки сделали, 3 столбика пропустили, раз, два, три. И вот помните, у нас была петелька подъема. Вот мы в эту петельку подъема нырнули и провязали столбик без накида. На этом наш ряд заканчивается. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь переключаемся вот на верхушку пышного столбика. Беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся на столбик без накида. В столбик без накида провязываем столбик без накида. Видите? Там, где у нас арочки, да, из 3 воздушных петелек, мы тоже провязываем 3 воздушные петельки. А получается в столбик и в пышный столбик провязываем столбики без накида. 3 воздушные петельки. Опять столбик без накида. То есть у нас в этом ряду все столбики, какие будут, они все будут без накида. 3 воздушные петельки. И спускаемся. Опять столбик без накида. Поняли, да? То есть вообще ничего сложного. Повторяйте просто рельеф, как у вас был в предыдущем ряду. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? Там, где пышный столбик, мы провязали столбик без накида, 3 воздушные петельки. И опять, смотрите, у нас столбик без накида, да, заканчивается наш ряд. И мы точно так же в него провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее будьте внимательны. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И по узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Итого получается 6 воздушных петелек. Идем дальше. Вот верхушка наша, пышный столбик, столбик без накида. И мы сюда ныряем, провязываем еще один столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где у нас были столбики без накида, мы, смотрите, будем провязывать пышный столбик. Ныряем в столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. Раз. Точно так же делаем второй раз, 2 и 3 раз, 3. 4 петельки провязываем вместе. Вот наш пышный столбик. 3 воздушные петельки, раз, два, три. И переключаемся на столбик без накида, провязываем столбик без накида. Вот такая картина получается. Если внимательно посмотрите, то мы повторяем самый первый ряд просто в шахматном порядке. Поняли? Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте дальше точно так же вы провязываете пышный столбик, столбик без накида, пышный столбик, столбик без накида, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали опять ряд наш с пышными столбиками. Как мы заканчиваем наш ряд? Мы сделали 3 воздушные петельки, так, и как и начинали. Начинали мы с 3 петелек подъема, поэтому заканчивать будем столбиком с накидом. Просто один столбик с накидом. Вот, есть. Далее воздушная петелька, поворот, верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки, раз, два, 3.
Переключаемся на столбик без накида и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся на пышный столбик и за верхушку провязываем столбик без накида. То есть мы с вами повторяем точно так же вот второй ряд на вашего узорчика. То есть у нас здесь все столбики будут без накида. 1, 2, 3 и по 3 воздушные петельки. Поняли, да? Вот, все. И вот так вот шагаете до конца ряда. 1, 2, 3. Опять же повторяете второй ряд. Единственное, что в шахматном порядке. Не сложно? Не сложно. Вот такая красота. Все, давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот мы провязали с вами ряд столбиками без накида с воздушными петельками. И как мы заканчиваем ряд? 3 воздушные петельки. И помните, да, у нас были 3 петельки подъема и 3 петельки по узорчику. Так вот, отсчитываем третью петельку подъема, в третью петельку нырнули и провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика, столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И там, где столбик без накида, мы провязываем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом, с общей верхушкой, да, верхушкой, вершиной. Итак, третий столбик. И теперь все 4 петельки провязали вместе. Опять 3 воздушные петельки. И переключаемся на столбик без накида, провязываем столбик без накида. То есть теперь мы будем повторять самый-самый первый ряд. Поняли? Вот этот ряд повторяем. То есть смотрите, сам по себе узорчик это 2 ряда. В начале пышные столбики, потом столбики без накида. Потом сдвинулись в шахматном порядке пышные столбики, столбики без накида. Теперь у нас опять будут пышные столбики, дальше будет ряд столбиков без накида. То есть вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Угу. Дальше опять 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ничего сложного. И вот так вот вы провязываете до нужного размера вашего образца. Для тех, кто умеет работать со схемками, я схемку сюда прикладываю. Схемка очень простая, очень доступная. Смотрите, сами себя контролируйте. Для тех, кто не умеет дать по схемкам, посмотрите, мы уже все элементы провязали. Вы увидите, где пышные столбики, где столбики без накида, вы увидите, где воздушные петельки. Ничего сложного нет. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, какая в итоге получится интересная красота. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот интересная, легкая, ажурная получается красота. Ничего сложного, согласитесь, да? Но необычно. Выбираете любую сторону. Узорчик у нас получается двусторонним. Какая сторона больше понравится, такая будет и лицевая в вашем изделии. Для палантина, например, можно 2 стороны, да? Любая сторона будет красиво. Летние ниточки это будут летние топики, маечки, да? И может быть из полипропиленового шнура это будут интересные сумочки летние, авоськи такие, да. То есть пробуйте вязать из любой пряжи. Есть демисезонные пряжи, это интересные шарфики на весну. Ну, зимняя пряжа, то есть смотрите, опять же, те же самые зимние палантинчики, кофточки, кардиганчики, жилетки. Ну и что-нибудь будут такие вот дырявчатые. То есть на контрасте, да, под низом будет интересный цвет ну, для контраста. И будет шикарно смотреться, будет подчеркивать, наоборот, ваше вязание. Как вам? Я думаю, что очень интересно. Если вы вязали что-либо данным узорчиком, то рассказывайте, да, пишите в комментариях. Если еще пока ничего не вязали данным узорчиком, то подбрасывайте идейки, нам будет очень-очень интересно. В моем случае из моих ниточек вот так вот практически не тянется, так тянется чуть побольше. И не забывайте, что узорчик можно поворачивать, да. То есть что это у вас будет? Либо топики, маечки, да, либо кофточки, кардиганчики, либо просто летние накидочки, парео, может быть, юбочки. То есть крутите, вертите узорчик, как вы свяжете, так и будет красиво. Давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Я набирала сегодня, получается, 33 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да. У меня это сегодня получается, ну, практически 14, да, 13,8, вот так вот. И здесь у нас, смотрите, если мы будем считать непосредственно по шишечкам, то шишечка, да, это 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Получается 18 рядочков, но рядочки маленькие. И первый наборный 19. Да, получается, в силу того, что узорчики невысокие, конечно, узорчик расти быстро не будет. Но зато как красиво. 12 сантиметров. Вот такая красота.
как вам. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите, вяжите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.